Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Причиной масштабного пожара в Лос-Анджелесе, который в выходные повредил участок важной автострады, был поджог. Об этом заявили чиновники. Надземный участок автострады Санта-Моника, которую в народе зовут «Десяткой», огонь охватил в субботу. Повреждены несколько опорных колонн и настил дороги. В результате автостраду закрыли на неопределенный срок. И для сотен тысяч американцев это большая головная боль, ведь ежедневно по ней проезжали около 300 тысяч автомобилей. Объезды осложнят и без того перегруженный трафик в центре мегаполиса. Кто именно и каким образом совершил поджог, пока не уточняют. При этом рядом находился лагерь бездомных. Но мэр Лос-Анджелеса заявила, что нет никаких доказательств того, что виноваты они. Впрочем, 16 бездомных из лагеря все же переместили во временное жилье. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в воскресенье ввел в Лос-Анджелесе чрезвычайное положение, чтобы ускорить ремонт автострады. Он пообещал, что движение возобновят как можно скорее. Жители Северной Франции столкнулись с кошмарным сценарием. Две реки, и Лиана, вышли из берегов и затопили десятки городов и деревень. С понедельника в департаменте Па-де-Кале объявлена красная тревога из-за наводнения и дождя, и более 1500 пожарных были задействованы для спасения людей и защиты имущества. Министр внутренних дел Джеральд Дарманин пообещал объявить в пострадавших районах состояние стихийного бедствия. Причиной катастрофы стали проливные дожди, продолжавшиеся неделю, в результате чего на некоторых участках региона вылилось до 100 мм воды, что почти в 7 раз превышает норму для ноября. Дождь сопровождался грозами и сильным ветром, что создало идеальный шторм для наводнения. Северная Франция столкнулась с серьезным наводнением, поскольку уровень воды в двух реках, и Лиана, достиг рекордного уровня после сильного дождя. В департаменте Па-де-Кале объявлен красный уровень тревоги из-за наводнений и дождей, а десятки школ закрыты. Наводнение затронуло около 60 муниципалитетов, причинив значительный ущерб домам, дорогам и инфраструктуре. В некоторые районы можно добраться только на лодке, а некоторые жители были эвакуированы из-за опасений прорыва дамб. Метеослужба Метео Франс назвала его исключительным, заявив, что в некоторых частях региона Па-де-Кале выпало от 80 до 100 мм осадков, что почти в 7 раз превышает нормальное количество для ноября. Наводнение на севере Франции – это не изолированный инцидент, а часть глобальной тенденции к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям из-за изменения климата. По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата, антропогенные выбросы парниковых газов увеличили вероятность и серьезность сильных осадков и наводнений во многих регионах мира. В Боливии пожарные продолжают сражаться с лесными пожарами, охватившими восток страны. Стихию сдержать не удалось, огонь добрался до построек и уничтожил дома местных жителей. Власти объявили эвакуацию в особо пострадавших районах.
Из-за сильных дождей в Израиле произошло наводнение в Галилее. На дорогах скопилось огромное количество воды. Затруднено автомобильное движение. Сильные осадки также привели к разливу реки Кидрон, которая вышла из берегов, полностью перекрыв шоссе 90. Сильные наводнения на улицах из-за проливных дождей в Плая-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо. Огромное количество осадков привело к серьезному уровню воды на дорогах. Дренажные системы оказались неспособны справиться с ней. В провинции Эль-Джауф, расположенной в Саудовской Аравии, прошел сильный дождь с градом. Местные жители выложили видео с редким для того региона природным явлением. Пустыня, дороги и машины засыпаны плотным слоем града. Из-за неожиданных осадков в регионе было нарушено движение транспорта и пришлось закрыть несколько дорог. Взирая на неожиданные погодные изменения в регионе, местные власти призвали граждан проявлять осторожность. В частности, это предупреждение касалось автомобилистов. Местные жители засняли метеорит в ночном небе возле горы Фудзи на острове Хонсю в Японии. Подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрирован в Кемеровской области в ночь на среду, сообщает Алтая-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтая-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23 часа 20 минут по московскому времени во вторник, находился примерно в 38 километрах севернее Кемерово. Интенсивность сотрясений в эпицентре 3,7 балла. По данным Алтая-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами. Выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине. На вулкане Эбека произошел пепловый выброс на высоту 3 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 километров. По данным в Северо-Курильске, пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбека высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы, от слабых до умеренных, на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году. Спасибо за просмотр.